Актриса Ким Сырон столкнулась с огромными финансовыми трудностями за несколько лет до своей смерти. Согласно новым данным, ей пришлось справляться с крупными семейными долгами, при этом она получала помощь время от времени от близких, включая некоторых артистов, которые неоднократно одалживали ей деньги. 안녕하세요. 영화 아저씨의 옆집 소녀 김세론입니다. 안녕하세요. 김세론입니다. Семейные долги и банкротство ее отца. В 2023 году официальные документы показали, что Ким Сырон была включена в список кредиторов в процедуре банкротства ее отца. Ее отец, обозначенный в документах как господин А, подал заявление о личном банкротстве в 2020 году в суд Инчжонбу. Его компания понесла тяжелые убытки из-за пандемии, что привело к образованию долгов перед более чем 20 лицами, среди которых значилась его дочь Ким Сырон, которая должна была получить обратно более 250 миллионов вон, это около 165 тысяч евро. В марте 2023 года процедура была утверждена, что позволила ее отцу освободиться от долгов. В тот момент актрисе было всего 20 лет, и она оказалась не в состоянии вернуть одолженную сумму, что, как утверждается, еще больше ухудшило ее финансовое положение. Неудачные инвестиции и последствия аварии. К этому добавились инвестиции, которые она сделала в ресторан, открытый в 2021 году другом ее родителей. Она участвовала в проекте, вложив свои личные сбережения, но проект провалился. В 2024 году ресторан был вынужден закрыться, не сумев покрыть свои расходы. Владелец помещения уточнил, что договор был расторгнут и зал был потерян, что предположительно увеличило убытки актрисы. Ситуация еще больше осложнилась в мае 2022 года, когда она стала виновницей автомобильной аварии, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В тот день она врезалась в трансформатор, что привело к отключению электричества во всем районе. Несколько владельцев магазинов затем потребовали возмещения ущерба, что повлекло за собой значительные расходы. К этим расходам добавились расходы, связанные с судебным разбирательством, что еще больше усугубило ее и без того хрупкое финансовое положение. Во время судебного процесса ее адвокат объяснил, что Ким Сырон была основным кормилицем своей семьи. Актриса сама заявила: «Я та, кто обеспечивает свою семью. Не только я, но и мои близкие сталкиваются с большими финансовыми трудностями. Отчаянные попытки заработать и растущие долги». Близкий человек, работающий в индустрии развлечений, добавил: Ким Сырон делала все, что могла. Она работала в кафе, барах, цветочных магазинах и давала уроки актерского мастерства. Но несмотря на все ее усилия, она всегда боялась, что не сможет заплатить за аренду. В начале 2024 года ей пришлось срочно погасить долг в 50 миллионов вон, около 33 тысяч евро, который она заняла у друга спортсмена. Ее агентство должно было помочь ей погасить часть этой суммы. Сосед также свидетельствовал, что несколько раз видел ее плачущей на лестнице здания. Он рассказал: «Когда я спросил ее, что случилось, она показала мне запястье и сказала, что слишком страдает из-за денег. Ей казалось, что она отдает все, но ничего не улучшается. Последний раз я видел ее в таком состоянии за 2 месяца до ее смерти». В сентябре прошлого года она отправила личное сообщение, чтобы поблагодарить тех, кто ее поддержал, объяснив при этом, что она больше не может. По данным SBS Entertainment News, Ким Сырон занимала деньги у нескольких знаменитостей, включая певцов, актеров, спортсменов, а также бывших коллег. Она также была должна значительные суммы своим двум бывшим агентствам – Gold Medalist и Run Entertainment. Gold Medalist она должна была около 700 миллионов вон, это 462 тысячи евро, а Run Entertainment около 60 миллионов вон, это 40 тысяч евро. Таким образом, ее личные долги превышали 1,2 миллиона вон, то есть около 792 тысячи евро. Споры с Ким Су Хёном и продолжающиеся вопросы. В марте семья актрисы выступила с заявлением, реагируя на некоторые слухи, утверждающие, что Ким Сырон была единственной финансовой опорой семьи. Ее мать опубликовала сообщение, в котором выразила возмущение некоторым статьям, которые она считает преувеличенными. Теперь, когда Сырон нет, придумываются шокирующие истории, утверждающие, что она была единственной опорой семьи и что мы растратили сотни миллионов, которые она заработала. Это абсолютно ложные статьи, даже недостойные чтения. Даже сегодня, спустя 3 месяца после ее смерти, многие вопросы остаются без ответа. Точное происхождение ее долгов и скорость, с которой они накапливались, продолжают вызывать недоумение. Кроме того, ее предполагаемые отношения с Ким Су Хёном остаются в центре внимания. Актер решительно опроверг слухи, заявив, что их отношения начались во взрослом возрасте. Он даже подал иск о клевете против семьи Ким Сырон. Со своей стороны, близкие актрисы также подали в суд на Ким Су Хёна. 네. 어이없어. 이거 대박이야. 해봤어?
안 해봤지? 내가 봤을 때 이거 배회하면 죽어. Несмотря на все усилия, Ким Срон, как сообщается, была вынуждена самостоятельно справляться с очень тяжелыми долгами, большинство из которых были связаны с выбором, который она делала сама. Она боролась за множество подработок, обращаясь за помощью к друзьям и пыталась справляться изо всех сил. Но столкнувшись с нарастающим давлением, она предположительно потеряла надежду.